Добрый день, дорогие зрители. Сегодня, 25 марта, Кнессет должен проголосовать за бюджет на 2025 год. Но перед моим рассказом о том, как и почему ортодоксы растаскивают миллиарды по своим карманам, послушайте, что рассказал мне депутат Кнессета Владимир Беляк. Около 3 недель назад тут было заседание в финансовой комиссии, посвященное бюджету Министерства главы правительства. В рамках обсуждения мы задали несколько вопросов, прежде всего о расходах, которые государство несет на охрану семьи Нетаньяху за границей, на расходы на полеты на правительственном самолете КНАФ ЦИОН и расходы на замену окна, которое было повреждено беспилотником в Иранским, да, доме он семьи ударил Нетаньяху в по Кейсарии. окну в спальне в Да, резиденции в Кейсарии. скажем так, по тем данным, которые были опубликованы в прессе, это стоило 1 800 000 шекелей. За окно. Мы задали эти вопросы. Мы задали эти вопросы представителям канцелярии главы правительства. Они начали отвечать, и вдруг заявили, что они эти данные не могут нам передать, потому что они секретны. Вдруг они стали секретными, они получили некий телефон из канцелярии главы правительства, и данные вдруг, которые всегда были открыты, вдруг стали секретными. Мы потребовали заседания закрытого заседания финансовой комиссии. Они это объяснили тем, что они получили указание от Шабака. Но никакого письменного указания мы не увидели. В рамках секретного заседания комиссии, то, что можно рассказать, что нам тоже не были представлены никакие данные и никакого указания Шабака. То, что да, мы узнали, что указание поступило от заместителя генерального директора Министерства главы правительства Алона Халиева, который является личным назначением Сары Нетаньяху. Иными словами, И мы в конце сейчас концов, можем узнать, сколько государство тратит на обеспечение безопасности Яира Нетаньягу, на проживание Сары Нетаньягу за рубежом, или это до сих пор секрет? так вот, на сегодняшний день, на время записи нашего интервью, это все еще является секретным. Естественно, это больше подходит для банановой республики, а не для демократического государства. Но, скажем так, мне пообещали, что в ближайшие дни эти суперсекретные данные будут нам переданы как члены финансовой комиссии. Как только будут они нам переданы, я, безусловно, сделаю все возможное, чтобы они стали известны и широкой общественности. Одного этого случая достаточно, чтобы понять, насколько кулуарно у нас все обтяпывается. А случаев таких много. Меня зовут Эмиль Шлеймович, и сегодня на моем канале речь пойдет о государственном бюджете на 2025 год. Владимир Беляк, мой собеседник, это член парламентской финансовой комиссии. В цифрах и налогах он разбирается хорошо, потому что до вступления в должность депутата от партии Еш Атид работал финансовым аудитором и консультантом. Добрый день. Шалом, Эмиль, добрый день. Сначала немного цифр. Бюджет определен в размере 755 миллиардов и 900 миллионов шекелей. Но к ним добавлена возможность взять еще 84 миллиарда, если появятся непредвиденные доходы. Например, поступит налог от продажи Google компании Виз или что-то еще неучтенное. Поскольку аппетиты у правительства велики, а брать деньги неоткуда, их будут брать в долг. С этой целью Минфин уже готов задрать рамки бюджетного дефицита до 4,9%. Сам дефицит этот уже сегодня составляет около 200 миллиардов шекелей. Как все это отразится на каждом из нас? Это значит, что чтобы закрыть бюджетный дефицит, нам необходимо брать внешние и внутренние заимствования. И за внешние и внутренние заимствования, потом какие-то суды, надо платить за это проценты, и надо платить и саму суду. Скажем, в этом году мы заплатим только по процентам государственного долга 55 миллиардов шекелей. Скажем так, те деньги, которые могли бы пойти на здравоохранение, на социальные Ну да. расходы, Ну то есть на образование мы в наших этом году детей. заплатим только по процентам на 11 миллиардов больше, чем платили в Да, прошлом.
эти деньги в мусорное ведро, да, то есть они на самом деле не служат никаким потребностям. И когда мы говорим потому как за последний год 5 раз снизился наш кредитный рейтинг, да, и это значит, что мы платим больше по своим внешним заимствованиям, это значит, что мы заплатим больше по государственному долгу, это значит, что меньше денег останется на социальные расходы. Что уже выторговали себе представляющие харидим фракции еврейства Торы, ШАС? Какие деньги им пойдут? Это целый мир. Это целый мир коалиционных денег. И нам говорят, что вы жалуетесь, у вас тоже были коалиционные деньги в вашем правительстве. И это верно. Я, кстати, выступал против коалиционных денег и когда был в коалиции. Но проблема-то в том, что, во-первых, не было войны. Была, скажем так, рутина экономическая. Во-вторых, у нас было около миллиарда шекелей в год, у них 5-6 миллиардов в год. То есть в 5-6 раз больше, нежели это было у нас. Что выторгали? Ну, во-первых, ультрарелигиозные партии получат как минимум миллиард шлошмет, миллиард Миллиард и 300 триста миллионов. миллионов, да, 300 миллионов шекелей на финансирование ишив, и сотни миллионов шекелей на финансирование частных образовательных сетей, такие как независимое образование партии еврейской Торы и Маяна Хинуха Торани партии ШАС, Министерство поселений министра Урит Струк, приближенный к министру финансов Бецалеля Смутрича, если я не ошибаюсь, она получила на сегодняшний день около 270 миллионов шекелей, как правило, на какие-то политические цели, на религиозные проекты и так далее. Есть две статьи, которые такие как бы знаковые, да, это еврейская культура, атарбута иудит, и еврейская идентификация, да, зиута иудит. Вот эти расходы, они разбросаны как минимум по 7-8 министерствам: Министерство культуры, Министерство образования, Министерство наследия, Министерство традиций, Министерство поселения. Это Министерство по религии, то есть 7-8 министерств занимаются одним и тем же, эти суммы, то есть 86 миллионов шекелей это только одно министерство, да, в общей сложности это сотни миллионов шекелей, которые как бы под этим заголовком еврейской идентификации идут чисто на неправительственные коммерческие, некоммерческие организации, да, которые на самом деле дают джобы для всяких приближенных к коалиции людей, которые на этом зарабатывают деньги, которые проповедуют свою идеологию. Это на самом деле огромная система, которая была создана не в этом правительстве, да, еще в предыдущих правительствах Нетаньяху, но в этом правительстве, как я сказал, то есть это все в 5, в 6, в 10 раз больше, этому на самом деле нет границ никаких. А такие вот постоянные затраты, например, как обеспечение безопасности на горе Мирон. Я помню, что ортодоксы требовали это тоже. Эти статьи тоже отдельно вписываются в бюджет или в закон о Мгм. хозяйственном регулировании? Это не определяется как коалиционные деньги, да, эти деньги выделяются по решению правительства. Интересно, что в прошлом году были серьезные ограничения, мы говорим про Илула на горе Мгм. Мирон, да. В Да. прошлом году из-за войны, из-за бомбежек были ограничения. В Кнессете был принят закон, по которому вся эта история была ограничена 30 участниками, 11 костров, да, умножить на 330 участников по минимум, да. На эти цели было выделено, обрати внимание, 30 миллионов шекелей. 30 миллионов шекелей. Я до сих пор не понимаю, как до сих пор не было открыто расследование, уголовное расследование этой истории. В этом году, потому как, по крайней мере, на сегодняшний день ограничений нет, 130 миллионов шекелей. 130 миллионов шекелей на Илулу, на горе Мирон. Я думаю, что это самый дорогой костер в истории человечества, но они это могут, и поэтому они это делают. Опять же, подчеркнем, что это все не коалиционные деньги. За пределами коалиционных денег в бюджете Да, да. огромные суммы, которые выделяются для последующего практически бесконтрольного распределения между своими.
Да, мы еще не говорим А, про то, как торгуют всякой водой и булочками, зачастую за кеш и без всякой отчетности на той же горе Мирон, как там собирают сдаку, то есть пожертвования и так далее. Вот очень интересная и грустная цифра еще. Она касается новых репатриантов. мгм, У нас, если я не ошибаюсь, в бюджете сейчас более 1,5 миллиарда в общей сложности заложено на Министерство абсорбции, но мгм. средние затраты на абсорбцию одного человека, нового прибывшего в страну, снизились у нас. В 2016 году тратили на него почти 6,5 тысяч шекелей, а в 2024 уже менее 4 тысяч шекелей, то есть снизилось это все, ну, так, весьма заметно, несмотря на большой приток репатриантов, особенно начиная с 2022 года. Вы пытались как-то изменить эту ситуацию? Ситуация с бюджетом Министерства абсорбции, она на самом деле очень-очень плачевная. То есть почти 200 миллионов шекелей сокращение бюджета. Я разговаривал и с министром, я разговаривал и с генеральным директором министерства. Они утверждают, что каким-то образом они смогут сократить, скажем так, вот эту опасность для новых и не только для новых репатриантов, но так или иначе это ударит и по способности министерства оказывать помощь и на снятие жилья, Да вы и верите в то, на что они будут и, кому-то помогать? Министр абсорбции уже давно, чуть ли не во время а, вступления в должность, заявил, что его интересует репатриация из Франции и Соединенных Штатов. При том, что у Абсолютно. нас Нет до никакой 80... корреляции. Да, да. Нет никакой корреляции между, скажем так, потенциалом репатриации из стран бывшего СССР и инвестициями, которые туда вкладываются. Да, основной упор делается на репатриацию из Франции, из Соединенных Штатов, из стран Южной Америки, хотя цифры там значительно меньше. Я это говорю с начала нынешней каденции, это вызвано политическими причинами, то есть потому как Это и вызвано Ешатит, расизмом обыкновенным. и Ешатит, я даже не думаю, насколько это расизм, это политика, потому как они видели, сколько на предыдущих выборах русскоязычные, украиноязычные репатрианты проголосовали за Ешатит и за партию «Наш дом Израиль», и поэтому они чисто по политическим причинам пытаются сократить количество репатриантов, потому как они видят для себя в этом электоральную угрозу. Это очень печально, но с самого начала каденции это именно та тенденция, которая проводит министерство. А существуют ли в бюджете и в законе о развитии хозяйства израильского какие-то меры и выделили на это какие-то средства для мер по стимуляции рынков, для мер по повышению производительности труда, по развитию тех или иных зон. Понятное дело, что у нас есть программа Ткума, у нас нужно многое восстанавливать будет и так далее, а вот стимулирующие какие-то шаги, в том числе налоговые, может быть, тоже сделаны? Есть, но очень мало. Есть несколько шагов, которые я бы делал в рамках принятия государственного бюджета. Это прежде всего шаги по повышению производительности от труда. Это связано и с профессиональными курсами, и с образовательными программами, и этого практически нет. Второй момент, естественно, это сделать все возможное, чтобы ультрарелигиозные мужчины вышли на рынок труда. На сегодняшний день это критическая тема для будущего нашей экономики. Около 50% в ультрарелигиозном секторе мужчин не работают, не платят налоги. Это стоит нам каждый год 25-30 миллиардов шекелей сегодня. Если эту тенденцию не изменить, учитывая, что демографические они очень быстро растут, как минимум на 4% в год, в два раза быстрее, чем общие в других Прирост секторах. общины А, ультраортодоксов Харидим, вы имеете в виду, да? да, а через 10, 15, 20 лет эта сумма в год убытков вырастет до 100-150 миллиардов шекелей. Это не мои цифры, это цифры Министерства финансов. Поэтому эту тенденцию необходимо менять уже сегодня. Скажите, вот есть оценка уже, сколько за счет вот этих мер, которые Смотрич провел по изменению ступеней подоходного налога, изменению расчетов пособий в Институте национального страхования Битуах Леуми, Мгм. сколько на этом примерно потеряет каждая семья обычная, ну, скажем, там, двое взрослых, двое детей в год?
Да, безусловно. Это, естественно, зависит от уровня, от доходов, от социального положения и так далее, но в среднем это от 10 до 20 тысяч шекелей в год. То есть Потеря составит в 2025 году. потеря, да, от всех тех налогов, которые были подняты в этом году. И самое главное, что мне мешает, да, понятно, что война, понятно, что да, это не только война, да, это еще и безответственная фискальная политика правительства с момента начала войны, еще до войны. Но то, что мне мешает, что этого можно было бы избежать, да, если бы сразу же после 7 октября правительство поняло, о чем идет речь, да, закрыло как минимум 12-14 ненужных министерств, сократило бы как минимум 80% коалиционных политических денег, этого бы всего сегодня можно бы было избежать. Можно было избежать и не ударять по среднему классу и по всем гражданам Израиля. То Проблема есть в том, фактически мы что будем если меньше эту кушать для политику того, чтобы лучше кушала Арит Струк и другие руководители министерств, которые, в общем-то, сто сейчас процентов не нужны. Вы правы, да. То есть нет никаких причин, чтобы у нас было 33 министра в 33 министерствах и 5 заместителей министров. Да. Достаточно, чтобы было 18-20. И понятно, что каждое министерство добавляет регуляцию. Каждое министерство добавляет бюрократию. Каждое министерство это ненужные, абсолютно лишние бюджетные расходы. Вопрос в том, насколько это вообще возможно, а не некий эфемерный план. Я напомню, что в прошлом правительстве Лапида Беннета, министров тоже было больше 18. Я согласен, то есть наше правительство не было идеальным. Не, Хотя я хочу вопрос может напомнить, быть не что в правительстве, вопрос в том, что вся наша система не идеальна и предполагает вот вопрос, такое вопрос разбазаривание. Вопрос в коалиционном составе правительства. Да, я могу признать, да, что если в первом правительстве Лапида, когда Эйш-Атид это была частью, в 2013 году удалось сократить количество министров до 22, а в правительстве изменения этого сделать не удалось, в том числе из-за того, что оно стояло из 8 партий. Понятно, что коалиционные аппетиты были достаточно высоки. Если бы я могу сказать, что если бы у Эйш-Атид было бы больше 17 мандатов из 61, я думаю, что нам бы это удалось сделать, но так или иначе это остается нашей целью. То есть я думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Необходимо к этому прийти. Вторая по размеру статья расходов в бюджете – это образование. Более 92 миллиардов. Мы бы, наверное, порадовались за то, что правительство так вкладывается в подрастающее поколение, если бы на практике это не было профанацией. Поясни, пожалуйста, на самом деле эти деньги, опять же, на кого пойдут, куда, в каких объемах? А, Несколько дней назад на финансовой комиссии было обсуждение бюджета Министерства образования. Интересно, что в этом обсуждении приняли активное участие, да, только представители оппозиции. То есть, скажем так, там не было ни одного представителя Ликуда, например, да, видимо, их образование наших детей не волнует. В принципе, 13 часов мы обсуждали эту тему, здесь действительно это очень серьезная статья расходов. Естественно, там есть деньги и для государственного образования, и для государственного религиозного образования, и для частного религиозного. Есть, на самом деле, мне пару лет назад, потому как я здесь в системе образования не учился, да, а девчонки у меня еще маленькие, только начинают, да, свой путь в израильской системе образования, мне объяснили всю эту структуру. Да, структура безумно запутанная и не случайно. Да, она запутанная, чтобы была возможность бесконтрольно разбазаривать деньги на какие-то на частные ультрарелигиозные сети и так далее. Проблема не в том, что совсем нет денег, да, на государственное образование. Есть деньги на государственное образование, понятно, а что есть и на зарплаты, и на образовательные программы и так далее. Проблема в том, что всегда есть тенденции, да, всегда бюджет, на самом деле, он определяет государственную политику и тенденции. Так вот, тенденция идет на укрепление, во-первых, религиозного государственного образования, то, что на иврите называется мемлахти дати, на это выделяется гораздо больше денег, нежели на просто государственное образование. Ну и кроме того, огромные средства идут скажем так, неофициальные политические образовательные сети, прежде всего, которые относятся к партии еврейской Торы и к партии ШАС. Я, например, спросил в процессе дискуссии, в процессе обсуждения, какие суммы выделяются дополнительно к, скажем так, базисным, да,
на изучение гражданского права, на изучение демократии, на изучение каких-то, не В знаю, рамках там и неформального образования, да? истории, да, да, история, либеральной истории и так далее, да, на это нет ничего. Все идет на какие-то религиозные программы, на изучение Торы. Не то, что я против изучения, скажем так, Танаха, да, я на самом деле за, и то есть понятно, что это часть нашей истории, это необходимо изучать. Проблема в том, что все добавки, вся государственная политика направлена сегодня на ослабление государственного образования. На это идет меньше денег, меньше строится классов, соответственно, гораздо больше учеников на каждый класс и так далее. Да? Эта тенденция очень опасная, потому что каждый шекель, который идет на частные ультрарелигиозно-образовательные сети, где не учат математику, где не учат английский, где не учат естественные науки, понятно, что в конце концов это больно ударяет по экономическому росту, по способности этих ребят, в конце концов, получить достойное место в современном рынке труда. Да, Это понятно. очень опасная тенденция. Я не понимаю, а Мгм. зачем, если вот, ну, видно было, да, на примере всех этих заседаний, было видно, что оппозицию, в общем-то, ну, никто не слушает в ключевых вопросах. А почему вы вообще продолжаете Мгм. туда ходить? Неправильнее просто сказать, что в таком случае мы ваши игры не играем. И пусть, по крайней мере, будет видно, что вы в этом не участвуете, не создаете вот эту вот эфемерную видимость демократии, которой в стране нет. Ну, во-первых, если бы, я объясню. Во-первых, если бы массовая отставка оппозиции привела бы к конституционному кризису и распуску Кнессета, я думаю, что мы это бы сделали, да. Проблема в том, что даже если мы все завтра уйдем в отставку, да, и нужно понять, что это достаточно сложно, потому как, допустим, в списке Ешатит есть 120 имен, да, это значит, что если 24 уходят в отставку, зайдут следующие, да, это значит, что в отставку должны уйти, то есть Все все 120. 120 имен в каждом списке каждой партии, да, технически это очень сложно сделать, это во-первых. Во-вторых, это наша работа, мы были избраны в Кнессет, чтобы отстаивать интересы наших граждан. Так получилось, что мы в оппозиции. Это не значит, что если мы сегодня проигрываем в голосованиях, это не значит, что мы не должны бороться. В конце концов, даже в худшем случае, в следующем году будут выборы, и мы собираемся на этих выборах победить. Да? Чтобы для них победить, мы должны показать избирателям, что мы не сдаемся. И мы не сдаемся. И я могу пообещать нашим избирателям, которые видят нашу борьбу, что мы не сдаемся. Владимир Беляк, депутат Кнессета от партии Ешатит и член финансовой комиссии. Большое спасибо за эти пояснения Спасибо. и удачи в борьбе. Спасибо. Что ж, когда Кнессет примет бюджет на 2025 год, мы будем знать, что это не бюджет государства. Он не отражает наших реальных нужд. Это бюджет коалиции мародеров, которая дорвалась до общественной кассы и тянет оттуда все, что хочет, на собственные нужды и желания, без оглядки на тяготы всех остальных. На этом у меня сегодня все. Хочу поблагодарить Александра Цыпина за то, что присоединился к клубу спонсоров на моем канале. Надеюсь, вскоре увидимся вновь и хороших нам всем новостей.